Привет! Продолжаю обозревать аудиокассеты, распаковку на которые можно глянуть в прошлом видеоролике. И начну с самой ранней кассеты в этом наборе. Это TDK D90 1985 года, американский рынок. Самая популярная модель D, что означает динамическая кассета этого бренда. Практически такой же прозрачный футляр, как в 1982 году. Кассету этого года я уже тестировал на запись на моем канале. На нем в углу проштампован бренд и надпись Made in Japan. В комплекте почти такой же чистый вкладыш. Внутри имеется пометка ручкой. И на нем с внешней стороны отпечатаны гарантийные обязательства для пользователей США и Канады. Корпус кассеты из черного пластика с фактурой из мелких кирпичиков, сложенных в столбики. В правом углу имеется тиснение бренда. Корпус разборный, со стороны А есть винтики. На верхней грани присутствует штамп серийного номера и выломаны предохранители записи. Изображение на наклейке, впрочем, как и фактура корпуса, имеют незначительные отличия от европейского варианта. Ракорд ленты не изменился, слегка молочный, с одиночными синими полосками, как у кассеты 1982 года. А вот лента уже приобрела более темно-коричневый оттенок в сравнении с этой. Слушаем запись. Очень тихо мотается, все отлично. Знакомые аккорды. Майкл Джексон. Вторая сторона. На кассете имеется сборник из альбомов 1987 года в исполнении Майкла Джексона, 1986 года группы Queen, ну и других популярных и не совсем исполнителей середины 80-х годов. Далее очередной и более ранний вариант аудиокассеты Bass Ferro Extra 1 на 90 минут, изготовленная в 1988-1989 годах. Серийный номер на ней не сохранился, поэтому точный год изготовления не скажу. Там можно было определить по 4-й цифре. В предыдущих своих обзорах я уже демонстрировал подобную кассету и даже не одну, у такого 1990 года. У этой кассеты подобный прозрачный футляр с тремя ребристыми гранями и плоскими стоперами катушек. В комплекте чистый с разворотом вкладыш из очень плотной бумаги. Обращаю внимание, что здесь белая по всему периметру рамка на торце и завороте. А хронометраж цифры 90 и тип ленты отпечатаны серой краской, в отличие от этого варианта. Внешние корпуса кассеты наклейки очень схожи. Они из черного фактурного пластика, разборные винты у них со второй стороны. Но отличие все же есть. Самое явное — это наличие надписи BASF и разметка белой краской на окошке. В этом варианте логотип не напечатан и разметка позолоченная. Но разобрав аудиокассету, узнаю, что она оснащена элементами лентоукладки, как и ранняя кассета BASF LH-E1. Это, кстати, мне подсказал один из зрителей моего канала. То есть вновь приобретенная аудиокассета является как бы переходной от середины 80-х к 90-м. Кстати, еще заметил такой нюанс. При сборке этой кассеты в ней используются, в отличие от остальных двух вариантов, вот такие саморезы. А здесь винты. Блокираторы записи на ней целые. Сравнивая ленты всех трех кассет, вижу одинаковые слегка молочные ракорды с группами по 4 штуки полосками черного цвета. Затем у кассет 85 и 88 года белая склейка, у кассеты 90 года она уже с циферками. А вот цвет лент схож у моделей 85 и 90 годов. Лента вновь приобретенные кассеты слегка темнее. Но возможно в этой кассете лента заменена тоже на ленту BASF, но другого года. Есть у меня такое сомнение. И вначале, я смотрю, отпечатались, наверное, при чистке или что, отпечатались эти полоски с ракорда на ленте. Ну, далее не замято. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Послушаем эту кассету. Ну, нормальная перемоточка тоже. Так, а эта кассета, похоже, чистая. Сейчас посмотрим в другую сторону. Да, однозначно кассета чистая. Ну, кстати, можно проверить, калибруется ли она. Включаю автоматическую калибровку.
Ошибка калибровки. Что у него с лентой? Да вроде идеально чистая лента. Еще раз пробую. На этот раз все получилось. Но это другая сторона, может, в этом дело. В общем-то, кассета откалибровалась, но лента явно какая-то юзанная, или, возможно, все-таки возраст берет свое. Бас все-таки это не Sony. Бас уступает. Далее GVC G190 вышла на рынок в 1990-1991 годах. Подкассетник прозрачный пластиковый с двумя рифлеными гранями. Он полноформатный. Стопперы катушек в виде значка Mercedes. В комплекте имеется чистый вкладыш, также из плотной бумаги, даже такой глянцевой. На нем на 4 языках указано, что кассета изготовлена в Японии. Лента в ней первого типа универсальная, так как подходит для записи как музыки, так и речи при использовании ее в диктофоне. Модель G190AN. Сама кассета в черном разборном корпусе с фактурой такой грубой ткани, так как заметно сплетение нитей, можно назовем их так. Абсолютно непривлекательная наклейка в комбинации 3 цветов. Такой дизайн корпуса с маленьким окошком был популярен у аудиокассет 1970-х годов, а эта кассета, напомню, из самого начала 1990-х. И дизайн мне не по вкусу. В правом верхнем углу есть ничем не заполненное такое поле. На верхней грани имеется уже практически затертый серийный номер и отсутствуют блокираторы записи. Раккорд прозрачный с одиночными оранжевыми полосками. Лента первого типа темно-коричневого цвета в приличной кондиции. Послушаем. Вот я не специально, как не включу, вечно проигрыш, вместо того, что слова пели бы. На стороне А записаны песни группы The Cure, альбомов 1990 и 1992 года. Так, на стороне Б. И снова проигрыш. В общем, на стороне Б вы прослушали 1992 года альбом группы Boyz II Men. Кассета 1991 года TDK SA90 имеет тонированный корпус с треснутым углом. Предыдущий владелец даже скрепил его тоненьким винтиком. В правом верхнем углу есть штамповка имени бренда. Стопперы катушек в виде значка Mercedes. В комплекте чистый вкладыш должен быть с разворотом, но он здесь оторван, прощупывается сверху перфорации. Знакомый уже стандартный дизайн вкладыша для кассет TDK, уже последующих лет. В том 1991 году вся линейка аудиокассет TDK, SA, SR, SRX имела подобное наполовину снизу прикрытое окно. Отличались кассеты только цветом корпуса и принтом. Серийный номер уже практически стерт, а вот предохранители записи целые. Это кассета со вторым типом ленты. Но не хромовая, а с супер авелиновым покрытием. Отсюда и аббревиатура SA. Это альтернатива хром-диоксиду от Sony, разработана в середине 1970-х годов компаниями TDK и Maxell. В 1991 году эта лента считается лучшей в сравнении с моделью SF, но уступает SAX. Хотя это превосходство незначительное. Для примера, у ленты SF значение отношения сигнал-шум 64 дБ, а у более топовой SAXS 67 дБ. Разница между ними всего 3 дБ. Лента SA расположена где-то между ними. У нее слегка молочный раккорд с одиночными синими полосками. Далее белая склейка и следует темная, почти черная лента второго типа. Хотя бы я сказал, что она очень темно-темно-коричневая, как полированная мебель. Лента без замятий, в хорошей кондиции. Послушаем ее. Кстати, у меня есть подозрение, что она все-таки для американского рынка, а не европейского. Сторона Б.
Ладно, не буду мучить эту кассету. Здесь записан сборник техно и других каких-то жанров, популярный в начале 90-х годов. Пока послушаю, но потом запишу что-то другое. И в финале кассета TDK Seeding 2 на 90 минут с лентой второго типа. У нее тонированный футляр типа полуслим, достаточно потертый, ну, в общем, в хорошей кондиции. И он брендированный. Стопперы уже здесь перевернутые литеры Y. Вкладыш был снаружи сильно исписан, но я его уже потер, правда на торце есть надпись маркером. Корпус кассеты уже привычный, прозрачный, наверное, уже со стандартной фактурой для TDK, но в 2001 году все еще разборный. Принт здесь серебристой и золотистой красками, местами уже затерт. Серийного номера нет, блокираторы записи присутствуют. Вот такая необычная фактурная пружина под подушкой. Лента второго типа Seeding 2 уже выпускалась к этому времени 10 лет. Это лента начального уровня в своем классе. У нее слегка молочный раккорд. Лента аналогичная темно-темно-коричневая, не черная. Мне что-то кажется, что края ленты несколько заломлены. Послушаю запись. Так, здесь похоже, как и написано здесь маркером на торце, лучшее от Джо Кокера. Проверю в сторону Б. Да, сторона Б записана тоже песнями Джо Кокера, но только до середины стороны, а далее чистая. Пополнил свою коллекцию еще 9 кассетами, включая Sony HF 1980 года из прошлого ролика. И прикупил еще несколько экземпляров, выпущенных для японского рынка. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новом видеоролике. Будьте здоровы и пока!